Всем привет! Я Инна Шварцман, и это наш маленький онлайн-курс по простой шарнирной кукле. В этом видео я буду вам рассказывать о том, как работать с самозатвердевающими материалами. Я буду работать паперклеем, вы будете работать тем, что вы нашли. Это может быть премьер, ладол, артистоформа. Про дарвирок мы уже говорили, он тоже может быть, но им будет немножко сложнее. Принцип работы со всеми самозатвердевающими пластиками плюс-минус одинаковый. Об этом мы сегодня и поговорим. Но прежде чем мы будем говорить, я хочу сделать небольшое отступление по поводу глупых вопросов, которые у нас с вами получились в предыдущем видео. Значит, это было очень предсказуемо и закончилось-то тем, что вы начали мне писать очень много вопросов в личку, и в начале либо в конце предложения вы мне писали: извините за глупый вопрос. Ну, на самом деле глупых вопросов не бывает, глупый вопрос – это незаданный вопрос. Но давайте договоримся так. В личку вы мне не задаете вопросы, либо если вы мне не задаете, не ждите ответов, я не могу отвечать каждому лично. Вы задаете мне вопросы под видео в YouTube или Instagram. Я отвечаю, либо если я не могу ответить, допустим, что такое канцелярский нож, я не могу ответить на этот вопрос, но вам может ответить Google. Я не отвечаю на этот вопрос. Либо, если я уже ответила на этот вопрос, либо озвучила это в видео, я тоже не отвечаю на этот вопрос. Если кто-то может мне помочь ответить, помогает мне ответить, я совершенно не против, если кто-то из вас, если у нас будет под видео диалог, это замечательно, это чудесно. Я ни в коем случае не говорю, что я знаю абсолютно все. Может быть, кто-то о чем-то знает немножко больше, и вы с нами поделитесь, и это будет очень полезно, в том числе и мне. Поэтому в личку мне вопросы не пишем, пишем вопросы под видео. Если я на вопрос ответила один раз, второй раз я уже отвечать не буду, потому что вот я получила миллион вопросов по поводу того, какого размера шарики. Все равно, какого размера шарики, я вам скажу, потому что все равно, хоть мы будем делать все даже по одному эскизу, мы все равно сделаем плюс-минус разных кукол. Мне нужен большой шарик и мне нужен маленький шарик. Насадки, как правило, они для всех фрезеров одинаковые, поэтому не ошибетесь. Берите маленький шарик и берите большой шарик. По этому вопросу я сказала все, что хотела. Сейчас мы начнем говорить про паперклей и про работу с самозатвердевающими материалами. Я ранее в ранних своих видео рассказывала, но никогда не показывала. Сегодня я вам покажу. И сегодня еще я сниму одно видео, и будет домашнее задание. Ну, это будет уже позже, я вам попозже расскажу. Сейчас же будет видео про то, как работать с самозатвердевающими материалами. Показываю вам. Вот я беру эскиз и прикрепляю его к дощечке для... Вот это у меня такая большая красивая дощечка для пластилина, для лепки. И с помощью вакуумной пленки прилепляю, тогда у нас этот эскиз доживет до конца нашей шарнирной куклы, потому что процесс будет долгий, процесс будет грязный, и для того, чтобы эскиз остался жив, нам нужно его, конечно же, упаковать. Сейчас я вам покажу, как я работаю. Работаю я всегда в перчатках. Это какая-то сила привычки, потому что мне очень неудобно, мне не нравится материал. Материал, особенно дарвирок, он пересушивает кожу. И я работаю в перчатках, мне так удобно. Значит, работаю я паперклеем. Вот пачка. Когда материал свежий, он мягкий. Вы когда его щупаете, он прям очень мягкий, и порой его даже не приходится смачивать, настолько он комфортный в работе. Что вы делаете? Вы открываете пачку, но не рвете ее всю, не надо ее рвать. Постараюсь меньше шуршать, а открываете ее вот так вот сверху. Вот она, вот дожила здесь. И берете небольшой кусочек материала. Вот он. Он очень пластичный и очень влажный. Его даже не нужно смачивать вот в данном случае, то есть материал свежий. Что вы делаете с этой пачкой? Вы не достаете отсюда пластик, потому что вот эта пленка, она не пропускает воздух, и в этой пачке ваш материал сохранится гораздо дольше. Если же вы достали, ваш материал немного суховат, вы берете воду, и я делаю так. Немножко туда воды смочила, плотно, извините, качается иногда подставка, вот так завернула,
и завернула вакуумной пленкой. То есть я взяла небольшой кусочек материала, которым я буду работать, остальное я все завернула, потому что если вы не будете заворачивать пленкой, он быстро высохнет, восстановлению он уже не подлежит, он будет комочками, и вам придется покупать несколько раз. Это будет слишком дорогая кукла. То есть вот так я беру, завернула, немного воды туда видели, да, для того, чтобы было влажно. Завернула, отложила в сторону. Тот кусочек материала. Никаких влажных салфеток я не использую, потому что, сейчас объясню, вот у нас есть материал, которым мы работаем. Ну, предположим, он не такой прекрасный, как сейчас. Нам его нужно увлажнить. Я беру небольшое количество воды пальцем и в центр лепешки наношу жидкость и заворачиваю внутрь. То есть я снаружи не возюкаю. Если я возьму снаружи, он становится скользкий, он остается на перчатках, и работать им уже намного сложнее. То есть вы берете в центр, завернули и размяли. По-хорошему он не должен липнуть к рукам. То есть он вот так вот он отличный. То есть он пластичный, мягкий, идеальный просто для работы, но не липнет к рукам. Вот таким материалом хорошо работать. Вот вы взяли небольшой кусочек, а вам надо, допустим, совсем немножко. Я кусочек взяла, которым буду работать, другой кусочек заворачиваю в вакуумную пленку. Вот сегодня я буду им работать. Я беру его, завернула и отложила в сторону. Не знаю, как у вас называется, пищевая пленка, вакуумная пленка. Ну, это вот такое. Сейчас оторву не на видео, потому что мне будет неудобно. То есть вот я взяла кусочек материала, пленки положила сюда, завернула так, чтобы не было воздуха, и все, я могу им работать. Вот и все, вот и все правила работы. То есть здесь ничего сложного вообще нет. Главное не размачивать. Много воды не берите, потому что если вы возьмете много воды, все, беда. Работать невозможно. Какой-то очень плохой свет, причем у меня лампа для фотографов, тут на 4 лампы, еще лампа для визажистов, и все равно. Ну, извините за такой свет. Я думаю, что в этом видео разберетесь. Я уже попробую в следующем видео, поменяю просто местами. Вот. Ну, принцип такой. Ничего сложного, ничего страшного. Потом опять взяли кусочек, вакуумная пленка, и так работаем. Я несколько раз видела такое. Значит, берут материал, берут влажную салфетку, кладут материал, потом смачивают вокруг и потом заворачивают пленкой. А потом, когда вы разворачиваете вот это все скользит, оно все липкое, оно все скользкое, и невозможно этим работать. Только никаких влажных салфеток быть не должно. Материал в пленке, если он немного подсох, чуть-чуть воды, размяли, положили. Если вдруг материал подсох, что нужно делать? Нужно разминать. То есть вы берете по маленькому кусочку, достаете и так взяли воду, разминаете, взяли, разминаете, пока эта масса полностью не станет комфортной для работы. Потом заворачиваете это все обратно и уже опять берете по маленькому кусочку и работаете. Бывает такое, что высыхает, и вот, допустим, какая-то часть вы забыли завернуть, какой-то кусок высох. Его восстановить уже нельзя, то есть его отломали, выбросили, все, и работаете дальше с тем, чем можно работать. Это основные правила работы, ничего сложного нет. Если опять что-то забыла, допишу. Если будут вопросы под видео, обсуждаем вместе все.